сколько мышечных волокон подарили родители. Это не повод расстраиваться, и это такая у нас погрешность. Добавлять там плюс 1000 калорий, куча споров. Не надо быть карбофобами. Что же нам нужно кушать? Лекарство от яда отличается только дозировкой. Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о питании для набора мышечной массы, о том, сколько чего нужно кушать, как питание влияет на набор мышечной массы и многом другом. Кто здесь новенький? Меня зовут Анет, и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравятся честные и откровенные видео о спорте, фитнесе, питании и натуральном бодибилдинге, то не забудьте подписаться. А также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. Я сразу предупреждаю, что во время этого видео могут быть перепады с освещением, потому что у нас сегодня в Киеве просто погода сходит с ума, и солнце то выходит, то прячется за облако, поэтому постарайтесь не обращать на это внимание. Сразу хочу сказать, что речь пойдет о натуральном тренинге, о натуральном бодибилдинге, без использования каких-либо фармакологических препаратов. Я ничего не имею против людей, которые тренируются при помощи каких-либо препаратов, но я сама их не использую, не пропагандирую и не рекомендую своим клиентам. Начнем с того, что у каждого из нас есть мышечный потенциал. Что это такое? Каждый из нас с вами рожден с определенным количеством мышечных волокон, мышечных клеток. Эта цифра в течение жизни не меняется. То есть, сколько вам мышечных волокон подарили родители, с таким количеством вы будете идти по жизни. За счет чего тогда происходит мышечный рост? Сами мышечные клетки способны увеличиваться и уменьшаться в размере, то есть они способны гипертрофироваться и атрофироваться. Это два возможных направления, в которые мы можем двигаться: гипертрофия и атрофия. К сожалению, мы не можем повлиять на форму наших мышц, на количество, как я уже сказала, мышечных волокон. Но сразу говорю, это не повод расстраиваться, опускать руки, потому что очень мало кто из нас на самом деле достигает этого генетического потолка. Очень многие, сталкиваясь с какими-то первыми трудностями и препятствиями, либо забрасывают это дело с фразой «у меня все равно ничего не получится, что бы я ни делал». Вторая категория Б очень часто переходит на использование фармакологии. Но на самом деле с определенными знаниями, навыками этот процесс возможен. Да, это будет непросто. Да, вам понадобится для этого больше времени, поэтому сразу говорю, не сравнивайте, пожалуйста, свой прогресс с кем-то, кого вы видите в соцсетях, с кем-то, кого вы видите у себя в спортзале, потому что вы не знаете, какими методами пользуются эти люди. Ориентируйтесь только на свой прогресс, на свои фото, замеры, если вы их делаете. Я бы даже не особо ориентировалась на показатели веса. То, от чего вы будете отталкиваться, это ваша форма. Итак, за счет чего же все-таки растут мышцы? В первую очередь за счет выброса гормонов. Второе, это за счет метаболического и механического стресса, который происходит во время тренировки. И третье, безусловно, это за счет питания, о чем именно мы сегодня с вами и поговорим. О тренировках и гормонах будут отдельные видео, потому что это очень обширные темы, и просто уместить их всех в одно будет очень сложно. Первый, самый важный момент. Запомните, набрать массу вы можете только и только на профиците, за одним исключением. Это исключение люди с большим процентом подкожного жира и уровнем тренированности новичок. То есть люди, которые не использовали пока свой мышечный потенциал, и у них очень большой процент подкожного жира. Во всех остальных случаях вам будет необходим профицит энергии, то есть вам нужно будет кушать больше, чем вы тратите. Для чего это нужно? Для того, чтобы у вас была энергия и стройматериалы для построения этих мышц. Каким именно должен быть этот профицит? Опять-таки, речь идет о натуральном тренинге. Смотрите, здесь два разных пути. Первый — это если вам нужно набрать массу быстро, и вы, в принципе, не сильно паритесь насчет того, сколько подкожного жира придет вместе с мышцами. Здесь вы можете выбрать быстрый массонабор с профицитом где-то в 300-400 килокалорий. Больше профицит при натуральном тренинге я не вижу смысла делать по одной простой причине. Даже генетически одаренные люди с небольшим опытом тренинга могут в месяц набирать до 1-2 максимум килограмм
килограмм мышц. Для того, чтобы построить эти 2 килограмма мышц, организму необходимо где-то около 9000 калорий. Если мы это поделим на 30 дней, то у нас как раз и получается где-то 300 калорий профицита. Еще 100 калорий — это такая у нас погрешность. Все, что будет сверх этого, будет уходить в жир. Поэтому я не вижу никакого смысла добавлять там плюс 1000 калорий. Если вам не принципиально по времени, но принципиально по тому, чтобы не набирать лишний подкожный жир, то тогда вы можете выбрать медленный массонабор. Здесь профицит идет буквально 100-200 калорий, но это такое безопасное окно, в котором, в принципе, жира практически не набирается. Я говорю практически, потому что он придет в любом случае с мышцами, поэтому, да, к сожалению, вот так вот. По поводу того, что кушать. На жирах особо я останавливаться не буду, они у нас где-то в фиксированной цифре всегда находятся. То количество грамм, которое нам нужно в сутки, это зависит от вашего возраста, веса, роста, пола, то есть вот таких каких-то основополагающих факторов. Если хотите, кстати, я могу отдельно снять видео о жирах, я думаю, это будет очень интересно, потому что их окружает огромное количество мифов. Если хотите увидеть видео о жирах, то напишите об этом, пожалуйста, комментарий и ставьте этому видео палец вверх. Поэтому поговорим о белках. Здесь начинается просто куча споров. Слишком много белка вам не надо, поверьте мне. Во-первых, потому что слишком большое количество белка может быть токсичным для нашего организма и, как и в принципе, слишком большое количество чего-либо. Лекарство от яда отличается только дозировкой, правильно? По исследованиям на огромном количестве спортсменов была выявлена цифра от 1,6 грамма до 2,2 грамма белка на килограмм веса. Это вот как раз-таки плюс-минус оптимальная цифра будет для вас, опять-таки при натуральном тренинге. Поэтому, если вы весите приблизительно 55 килограмм, то где-то от 80 до 120, в принципе, вот это ваша зона. Я бы не ориентировалась на нижнюю границу, где-то посредине был бы самый безопасный и оптимальный вариант. Белок — это наш стройматериал. Он у нас состоит из аминокислот, и как раз-таки наличие аминокислот в крови — это один из моментов, который запускает синтез мышечного протеина. Еще вспомнила один момент по поводу белков. Белки у нас должны быть разнообразные, особенно это касается веганов и вегетарианцев, которые не употребляют животный белок. В растительном белке очень маленький спектр аминокислот, поэтому старайтесь употреблять разные продукты в пищу для того, чтобы ваш организм получал широкий спектр аминокислот. Углеводы. Моя любимая тема. Не нужно бояться углеводов. Не надо быть карбофобами. Углеводы наши друзья, они нам нужны, особенно при наборе мышечной массы. Без углеводов мышцы не вырастут в принципе. Это я уже в каком-то из видео приводила пример. Углеводы — это рабочие, в то время как белок — это строительные материалы. Без рабочих стройматериалы будут просто горой лежать, и дом вы из этого не построите. Обязательно нужна рабочая сила, и это именно углеводы. Как раз за счет углеводов мы и варьируем наш калораж. То есть белок и жиры у нас всегда плюс-минус остаются в одной границе. За счет углеводов мы создаем профицит, поддержание или дефицит калорий. Углеводы мы всегда считаем по остаточному принципу. Давайте вернемся к нашему человеку, пусть это будет девушка, 55 килограмм, которая не слишком активная, то есть она занимается в зале, потому что хочет себе набрать немного мышечной массы, но при этом у нее офисная работа. Она у нас не хочет набирать слишком много жира, поэтому мы выбираем медленный массонабор с профицитом 100-200 калорий. Давайте посчитаем, сколько же ей чего нужно будет кушать. При таком весе и не слишком высокой активности в поддержании у нее будет около где-то 1800-1900 калорий, и профицит, то есть плюс 200 калорий, у нас получается 2000-2100 калорий. Из этого всего у нас будет около 100 грамм белка. В 1 грамме белка у нас 4 калории, это значит 100 грамм белка занимают у нас 400 калорий. Дальше идут жиры. Для женского организма желательно употреблять приблизительно 1,5 грамма на килограмм веса. Ниже 1 грамма вообще нельзя уходить, потому что будут серьезные проблемы с гормональной системой. Поэтому у нее будет приблизительно 70-80 грамм жиров. Жиры у нас самые энергоплотные. На 1 грамм жиров у нас припадает 9 калорий. Поэтому жиры занимают приблизительно 720 калорий. Белками у нас получается где-то 1120 калорий, округляем к 1100. Помним, что профицит у нас 2100, отнимаем 1100 калорий, это наши белки и жиры, у нас остается 1000. В 1 грамме углеводов 4
4 калорий. Мы делим 1000 на 400 и получаем 250 грамм углеводов. В итоге нашей девушке, чтобы медленно набирать мышечную массу, нужно употреблять в пищу 2100 калорий, из них около 100 грамм белка, около 80 грамм жиров и приблизительно 250 грамм углеводов. Вот так вот мы и можем посчитать наш профицит и то, что же нам нужно кушать. По поводу качества продуктов я не устаю говорить о принципе 80/20 для того, чтобы сохранять здоровое социальное и психоэмоциональное здоровье и при этом не страдало ваше физическое. Я рекомендую употреблять 80% продуктов цельных, наполненных микронутриентами, то есть витаминами и минералами, и 20% это ваши вкусняшки, и тогда вы себя, в принципе, будете комфортно чувствовать, и у вас не будет всяких там разных неприятных срывов. И, безусловно, качество вашего организма также не будет страдать. Подводя итоги, вам необходимо питаться в профиците с достаточным количеством белка и жиров и повышенным количеством углеводов, получая при этом широкий спектр аминокислот из разных источников белка. Если вы уже думаете, что вы едите достаточно, на самом деле я рекомендую скачать приложение Fat Secret и вписать туда все то, что вы кушаете, потому что часто мы все-таки переоцениваем или недооцениваем то, что мы едим. Можно ли питаться интуитивно для того, чтобы набрать массу? Да, но если вы питаетесь осознанно, если вы знакомы со своим рационом, если вы четко понимаете, что вы едите, в каких количествах и в каких продуктах какие нутриенты находятся. Если хотите видео об интуитивном питании, то также пишите об этом комментарий. А также пишите, какие у вас, возможно, еще есть ко мне вопросы по набору мышечной массы, какие видео вы бы еще хотели от меня увидеть. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если хотите поддержать мой канал, то ставьте палец вверх и поделитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо вам огромное за просмотр и до встречи в следующий раз. Пока-пока.